Духовные практики на Бали и в Мексике. Где же они настоящие? Где же настоящая духовность? Ладно, хватит сарказма. Меня зовут Сергей Витищенко. Мы полгода жили на Бали с женой. Вернулись 2 месяца назад в Красноярск, потом поехали в Мексику. Сейчас мы находимся в Мексике, живем тут уже 2 месяца. И на Бали, когда мы жили полгода, была у нас зимовка, мы посетили, давайте я про себя, я сейчас буду рассказывать вообще свой личный опыт. Я посетил много духовных практик, церемоний. И тут, в Мексике, я посетил много духовных практик, церемоний и так далее. Сейчас я про это расскажу. И вот теперь для себя я сделал такое сравнение. А где же настоящая эта духовность? Вообще понятие духовности, я думаю, вы знаете, что это такое, раз смотрите это видео. Когда мы на Бали еще не были, все говорили, Бали волшебный остров, он завел, там творятся чудеса, трансформации. Мы там ни разу не были, и такие с женой, хотим в Москве, потому что такая погода зимой, и поехали на зимовку на Бали. Многие ездят, и мы захотели, и мы, в общем, поехали, и провели там зимовку. Я там ходил на холотропное дыхание, хотя это не было холотропное дыхание настоящее, оно все-таки по-другому. На бресворки, на мастермайнды, к местным, шаманам, не шаманы тут, а там местные духовные люди, там багус, там все возможные, по храмам ездили, различные церемонии, там куча всего посетил. Мне кажется, церемоний и всяких таких, не знаю, мероприятий, связанных с дыханиями, с трансформациями, с метафорическими картами, там, я не знаю, большое количество церемоний, не знаю, церемоний, наверное, 20, вот так вот сразу же скажу. Естественно, мы весь остров объехали, нам было интересно, мы все это смотрели, мы путешествовали, ходили, развивались, там. Хорошо, что на Бали есть большое русское сообщество, комьюнити. Там есть различные чаты, Бали форум, Бали чатик. В общем, там, если вы не знаете английский язык, и мы думали, что там все общаются на английском, и там очень много иностранцев, да, там общаются на английском, но русскоязычное сообщество, это украинцы, русские, казахи, да, там вообще со всего СНГ. В общем, русскую речь там можно встретить везде, в магазинах, на улицах, там, языкового барьера никакого нету, там местные очень хорошо говорят по-русски. Про что это все говорю? То, что большое комьюнити и очень много мастеров, которые там проводят различные свои практики по медитациям, по дыханию, по гвоздистоянию, там различные трансформационные игры, там вообще все, там вот полный набор. Если хотите прокачаться, поезжайте на Бали, и там в день, не знаю, в разных местах, мне кажется, практик по 10 проходит. В общем, я везде ходил, мне было интересно, да это классно на самом деле. Я к этому нормально отношусь, мне нравятся трансформации, мне нравятся духовные различные практики, не религиозные, а практики, которые работают с нашим бессознательным, с нашим сознанием. Это вот выход из зоны комфорта, это встретиться со своими страхами, что-то продышать, что-то промедитировать. Это круто, это большая работа на самом деле над собой, и мне это нравится. В общем, и вот у меня сложилось такое впечатление о Бали, про Бали как бы хватит. Теперь вот про Мексику. Вот мы тут 2 месяца живем, я был на айваске, на церемонии, я был рапе церемония, на темаскаль, индейская баня. И у меня вот здесь вот такой вот опыт. И тут местные шаманы, потомки индейцев майя, либо шаманы с Перу, либо опять же свои шаманы. В общем, чтобы не рассказывать вам сейчас все больше и больше, и как-то воду тут не лить, что я для себя понял? А понял я то, что вот на Бали, как мне кажется, очень много маскарада, очень много какой-то инфантильности, очень много, да, это крутые такие практики духовные, но они как будто бы детские. Вот практики, которые тут, в Мексике, у меня аж прям мурашки по коже. Айваска, темаскаль, рапе, местные шаманы. Вот это вот глубокие практики. Вот это вот действительно работа с нашим там бессознанием, бессознательным, там, с нашими страхами, убеждениями. Да вообще со всем что угодно именно с нашей головой. И вот мое личное мнение. Вот мы были на Бали, я посетил там большое количество практик, там, и Бали на самом деле большое спасибо, классный остров, я много там друзей, познакомился с различными интересными людьми, завел много знакомств, много у меня друзей с Бали, я там начал
обучаться у Игоря Будникова на курсе, курсе на преподавателя медитации. Сейчас уже вот заканчиваю буквально обучение. Раньше я сам медитировал, а теперь как преподаватель уже веду практики. Ну, в общем, вот с духовностью там все круто, все классно. Большая концентрация именно людей. Я там, кстати, Романа Карловского видел в магазине. То есть там большое количество. Там Игорь Будников. Те, кто в русскоязычном сегменте, я думаю, вы знаете этих людей. Там, ну, всякие мастер-майнды постоянно устраивают. Всех людей, которых я раньше наблюдал, не знаю, на Ютубе за ними, в Инстаграме, они все там живут, это реально жизнь, с ними можно познакомиться, пообщаться, какой-то контакт, взаимодействие найти. В общем, это был интересный опыт, но все-таки, опять повторюсь, вот сколько я там посетил этих духовных практик, и вот мне кажется, вот я сейчас вот так думаю, то, что это все наподобие какого-то местного маскарада. Ну, что-то такое инфантильное, что-то такое детское, там, остров волшебный, давайте сядем помедитируем, 4-ю чакру раскроем, любовь, благость. Да, я там сам раскрывал 4-ю чакру, это было круто, но уровень именно, он, вот такой вот. А вот тут вот в Мексике, как я уже повторил, то, что местные шаманы, местные церемонии, местная медицина это вот обряды, церемонии, они так их называют. Это просто, не знаю, уровень там вот такой, это прям, если там детский сад, то тут это институт, если так сравнение проводить по работе с нашей психикой. И как мне кажется, если человек, не знаю, рассматривает там или думает, у него есть какой-то духовный зов, какой-то вот трансформационный путь, и он что-то хочет пройти, что-то хочет узнать, и он выбирает между Бали и Мексикой, Мексика, однозначно. Тут это все гораздо серьезнее, гораздо все глубже, гораздо профессиональнее. И итог от тех церемоний, кстати, там я про Айваску снимал видео, про церемонию Темаскаль снимал видео, можно посмотреть на моих каналах. Но это все гораздо круче. И я за Мексику. Пока вот то, что я тут проходил, какие церемонии и с чем я сталкивался, это самое, наверное, крутое, что у меня было в жизни. Из трансформационных каких-то штук, связанных с психологией по работе с собой, опять же. В общем, подытожиться, я думаю, вы поняли мое мнение. Есть Бали, это мое мнение, опять же. Маскарад, да, классно, здорово, все, маскарад, детский сад, инфантильность. И Мексика, вот это вот серьезно. Если есть какие-то вопросы, если что-то хотите у меня спросить, то задавайте, буду делиться своим мнением, своим опытом. Да и просто пишите. Спасибо большое. До свидания.